Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим блошиный аллергический дерматит собак. Чем интересно это заболевание? В первую очередь тем, что оно очень коварно. Казалось бы, все понятно и все проще простого. Блошиный дерматит возникает при укусе блох. И что там его лечить? Блох уничтожили и проблема решена. Казалось бы, все просто и понятно, но не тут-то было. Итак, все по порядку. Блошиный дерматит – это аллергический дерматит, который возникает при укусе собаки блохами. Аллергеном в данном случае выступает слюна блох. Питаясь кровью животного, блоха выделяет слюну. Эта слюна содержит большое количество веществ, которые и вызывают сильную аллергическую реакцию. У собак наиболее часто поражаются поясничный отдел спины, основание хвоста, задние боковые области бедер, живот и бока. Болезнь проявляется таким образом, что сначала появляется сильный зуд, животные эти места расчесывают, разрезают, разлизывают. Все это ведет к разрушению эпидермиса, появлению микроссадин и трещин. Это в свою очередь создает благоприятные условия для развития вторичного бактериального инфицирования кожи. После подключения бактериальной инфекции, кроме папул, появляются пустулы, корочки эксудата, которые могут сливаться и образовывать участки, лишенные эпидермиса. Чаще всего блошиный дерматит регистрируют у собак в возрасте от 1 года до 6 лет и у животных атопиков. У щенков до 6 месяцев блошиный аллергический дерматит не регистрируется из-за незрелости иммунной системы, которая не может обеспечить адекватный ответ на аллерген. Причиной аллергического дерматита могут быть и другие болезни. Но надо помнить, что до 80% всех аллергических дерматитов у собак связано именно с блохами. Поэтому постановка правильного диагноза на блошиный дерматит – это очень важно. Так в чем же коварство блошиного дерматита? Первое его коварство в том, что аллергия на слюну блох зачастую недооценивается, так как при осмотре животного можно и не обнаружить блох. А ведь для возникновения аллергической реакции достаточно всего лишь одного укуса блохи, что может произойти даже во время прогулки. То есть блоха может и не жить на животном постоянно. Просто многие владельцы собак наличие блох понимают так, что это когда их очень много и они буквально прыгают по собаке. А если там одна или две блохи случайно были замечены на животном, то это ничего страшного. Или собака поймает, или хозяин. И не будет никаких проблем. И очень часто так бывает, что когда ставишь диагноз блошиный дерматит, то владелец не соглашается, что мол, да какие там блохи, у нас блох нет или она у нас абсолютно чистая. Ну, разве неделю-две назад заметили одну блоху, но мы же ее тут же сразу и поймали. Да мы вообще не общаемся с другими животными, мы никуда и не ходим, сидим дома. Или что вы, мы обрабатываемся, акцентируют некоторые владельцы собак с таким искренним возмущением и удивлением, что я его вообще каждый вечер осматриваю, свою собаку. Поэтому, доктор, ставьте какой угодно диагноз, пищевая аллергия, атопический дерматит, всевозможные нарушения желудочно-кишечного тракта, но только не блошиный дерматит. Этого не может быть. Так вот, еще раз акцентирую ваше внимание, что может и еще как может. И что достаточно, чтобы в месте прогулки вашей собаки какая-то случайная залетная блоха укусила животное, чтобы у нее возник аллергический блошиный дерматит. Второе коварство блошиного дерматита в том, что многие владельцы собак очень часто нарушают сроки обработки своих животных противоблошиными препаратами. Как-то многие люди считают, что пару-тройку дней просрочить обработку – это, мол, ничего страшного. Думают, что если за каких-то несколько дней вдруг и появится какая-то блоха, то потом все равно препарат ее уничтожит. Так-то оно так, но не совсем так. На противоблошиные препараты следует обратить особое внимание. Они должны быть не только качественными и уничтожать блох, но и обладать репеллентными свойствами, то есть обладать отпугивающим эффектом. Ведь если препарат не обладает такими свойствами, то блоха, попав на животное, все-таки успеет его укусить. Все. Это уже может быть достаточно, чтобы у животного возник блошиный дерматит. Хотя эта блоха впоследствии через какое-то время, заявленное в инструкции препарата, и погибнет. И вот что интересно, что если собаку где-то на прогулке покусает клещ, то для хозяина это катастрофа. Многие сразу бегут в клинику или клеща вытаскивать, или в аптеку за лекарствами для возможного лечения. То на укусы блох, как правило, никто не обращает никакого внимания. Кто-то мне возразит, что так не все же укусы блох заканчиваются аллергическим дерматитом. Согласен.
Но так и не все же укусы клеща заканчиваются пироплазмозом. Это как кому повезет. Просто в случае с клещами все понимают, их опасно. А что касается блох, то это как-то и не считается никакой угрозой для здоровья собаки. Также хочу обратить ваше внимание, что следует с особой тщательностью подходить и к выбору формы применения противоблошиных препаратов. Сейчас их ассортимент достаточно обширный. Это и ошейники, и шампуни, и таблетки, и спотоны. Например, сейчас очень популярны формы спотон, которые наносятся на кожу животного. Это препараты с хорошей репутацией, обладают высокой эффективностью. Более того, они очень удобны в применении. Как правило, они требуют регулярной обработки через 28 дней. Но, как я уже сказал, что многие владельцы собак не придерживаются этих правил и обрабатывают с запозданием в несколько дней. То забыли, то препарата не было в ветаптеке. Никто никуда не спешит, так как считает, что это ни на что не влияет. Это первое огромное заблуждение. А второе, это то, что могут быть разные ситуации. Например, собака несколько раз попала под дождь. Или плюс к этому была еще какая-то необходимость раз или два за месяц покупать собаку. Да еще с шампунем. Ситуации разные бывают. То понятно, что при таких условиях препарат не сможет быть эффективным даже в течение 28 дней, которые заявлены в официальной инструкции. О том, что такие препараты должны быть качественными и проверенными на практике, я даже не говорю, это по умолчанию. Да, еще момент. Обрабатывать надо всех без исключения животных, которые есть в доме. Например, у собаки есть блошиный дерматит, а у кошки, которая тоже живет в доме, дерматита нет. И блох, как вам кажется, тоже нет. Так вот, слово «кажется» здесь неуместно. Обрабатывать надо всех без исключения домашних животных, которые есть в доме. Да плюс к этому еще надо обязательно и обработку среды обитания животных провести. Ведь блохи это всего лишь 5% от их общей популяции, которую мы видим на животном. А остальные стадии блох, яйца, личинки, куколки и часть взрослых блох в том числе, обитают в окружающей среде. И третье коварство блошиного дерматита в том, что многие владельцы собак считают, что раз это блошиный дерматит, то что там его лечить? Уничтожили всех блох везде, и как бы проблема решена. Нет, это далеко не так. Если возник блошиный дерматит, то сразу он не пройдет, и тем более сам по себе. На его лечение могут уйти недели, а то и больше. И еще кто его знает, какой будет конечный результат. Ведь укус блохи это только триггер, который запускает аллергическую реакцию. А дальше аллергическая реакция уже развивается по своим законам. Ведь слюна блох это очень сильный аллерген для животного. И это не случайно, ведь высокоаллергенная слюна блох это оружие блохи, которое помогает ей выживать в этом мире. Кого-то природа наделила острыми зубами, кого-то ядом, а блох природа наделила высокоаллергенной слюной. Поэтому и лечится блошиный дерматит достаточно сложно. Поэтому самое главное в борьбе с блошиным дерматитом это не допустить его возникновения вообще. И всегда помнить о тех его коварствах, о которых я сказал. А если блошиный дерматит все же возник, то деваться некуда, его надо лечить. Это сложно, но это возможно. Арсенал эффективных препаратов для лечения блошиного дерматита сейчас достаточно большой. И в одном из своих следующих выпусков я обязательно остановлюсь и на этой теме. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!